Снежок был счастливым котом, живущим в уютном доме с мистером и миссис Джонсон. Он наслаждался каждым днем, играя с хозяевами и исследуя окрестности. Однако однажды все изменилось. Мистер и миссис Джонсон решили взять Снежка с собой в поездку на поезде, чтобы навестить своих друзей в соседнем городе. Снежок был взволнован, увидев новые виды и звуки в поезде. Он сидел на коленях у миссис Джонсон, наслаждаясь ее ласками и вниманием. Но все пошло не так, как ожидалось. На одной из остановок мистер и миссис Джонсон вышли из вагона, оставив Снежка позади. Двери поезда закрылись, и Снежок оказался в ловушке без еды и воды. По мере того, как поезд продолжал движение, Снежок становился все более обеспокоенным. Он мяукал и расхаживал по вагону, пытаясь найти своих хозяев. Он выглянул в окно, надеясь мельком увидеть их, но их нигде не было видно. Путешествие на поезде было долгим, и Снежок понятия не имел, куда он направляется. Часы превращались в дни, а Снежок становился все более и более огорченным. Он пытался подружиться с другими пассажирами, но они игнорировали его или прогоняли. Снежок чувствовал себя совершенно одиноким, и не к кому было обратиться. С каждым днем Снежок становился все слабее и слабее. У него едва хватало сил забраться на сиденье или выглянуть в окно. Он голодал, хотел пить и был напуган, и он понятия не имел, что с ним произойдет. Наконец, по прошествии, казалось, вечности, поезд остановился. Двери открылись, и Снежок нерешительно вышел на платформу. Он огляделся, надеясь увидеть мистера и миссис Джонсон, но их нигде не было. Снежок был потерян и одинок, без дома и без семьи. Он брел по улицам, ища укрытие и пищу. Его шерсть была грязной и спутанной, а глаза полны страха и усталости. Когда казалось, что положение Снежка уже не может стать хуже, к нему подошла добрая женщина. Она увидела, насколько он слаб и напуган, и сжалилась над ним. Она подхватила его на руки и отнесла домой. Женщина дала Снежку теплую постель, еду и воду. Она заботилась о нем, и Снежок постепенно начал восстанавливать свои силы. Он научился доверять женщине, которая его спасла, и даже начал мурлыкать, когда она гладила его мех. Со временем Снежок начал вспоминать свою прежнюю жизнь. Он помнил, как играл с мистером и миссис Джонсон, как они кормили его любимыми угощениями и как заботились о нем. Эти воспоминания приносили ему боль, но также помогали ему понять, что он не одинок в этом мире. Женщина, заботившаяся о Снежке, рассказала ему о своем прошлом. Она была вдовой, потерявшей мужа много лет назад. Она понимала, что такое потеря, и поэтому так заботилась о Снежке. Однажды женщина привела Снежка в парк, где они встретили других людей и животных. Снежок познакомился с другими кошками и собаками и даже завел новых друзей. Он понял, что, несмотря на потерю, жизнь продолжается, и в мире есть место для любви и дружбы. Однако счастье Снежка было недолгим. Однажды женщина заболела. Она стала слабой и усталой, и Снежок чувствовал, что что-то не так. Он пытался заботиться о ней, как она заботилась о нем, но ее состояние ухудшалось. Врачи сказали, что болезнь неизлечима. Женщина оставалась дома, окруженная заботой и любовью Снежка. Он не отходил от нее, мурлыкал и сидел рядом, пытаясь утешить ее. Однажды утром женщина не проснулась. Снежок сидел рядом с ее кроватью, понимая, что она ушла. Он почувствовал глубокую печаль и одиночество, но также знал, что она была счастлива, что он был рядом с ней. После смерти женщины Снежок остался один. Он снова стал бродить по улицам, но теперь у него было больше уверенности и силы. Он помнил, как женщина заботилась о нем, и решил, что будет продолжать жить ради нее. Однажды Снежок встретил семью, которая искала кошку для усыновления. Они заметили его и решили взять его домой.
Снежок почувствовал, что это его шанс на новую жизнь. В новом доме Снежок нашел любовь и заботу. Он снова стал счастливым котом, играя с детьми и наслаждаясь каждым днем. Он никогда не забывал женщину, которая спасла его, и всегда хранил ее в своем сердце. Снежок сидел у окна, глядя на звезды. Он чувствовал, что его жизнь была полна потерь и испытаний, но также наполнена любовью и надеждой. Он знал, что, несмотря на все, он не одинок, и что каждый день приносит новые возможности для счастья. Он закрыл глаза и мурлыкнул, чувствуя, как тепло и любовь окружают его. И в этот момент он понял, что дом — это не место, а люди, которые рядом с тобой. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.